764, а это у нас для пивка. Для пивка, для рывка. 3, 24, 25, 26, 25. Это гребенцы. 25 видов креветок. Посмотрите, какая красота. Мороженое на палочке, кальмар на шпажце. Наша любимая рубрика «А чё по салу?», да? 7540 гривен. Икра черная, зернистая, белуги. У меня шок. Тихий шок. Мой шок в шоке. Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном у нас середина ноября. И, честно говоря, похолодало. В ближайшую неделю еще упадет температура еще больше. Друзья, иногда в видео вы говорите о том, чтобы я показывал цены на рыбу, на икру, на какие-то морские, заморские продукты. И сегодня, если вы еще до сих пор не поняли из названия видео, как раз те люди, которые любят рыбный четверг, которые любят все рыбное, средиземноморское, просто будут аплодировать стоя. Друзья, мы приехали вместе с вами в магазин «Дары моря». Это Павловская улица, если я не ошибаюсь, 21 или 23. Территориально это где-то между цирком в Киеве и между Львовской площадью. Время сейчас около где-то 4-5 часов вечера, то есть еще не час пик, когда ломятся туда все толпы, что мы с вами не сможем просочиться к прилавкам. И уже, как бы видите, уже потихонечку смеркается. Если вы готовы, прямо сейчас прожали палец вверх, влупили в подобайку, прямо сейчас проверили подписку под этим видео, она должна быть, хотелось бы, чтобы она была. И, конечно, в конце видео жду от вас какой-то фидбэк, какой-то комментарий. Пристегнули ремни и погнали. Друзья, улица Павловская вашему вниманию, потихонечку смеркается, еле-еле припарковался тут, потому что прямо совсем рядом никакого общественного транспорта, так, чтобы прямо, знаете, приехать на метро, тут нету, поэтому пришлось как бы ехать на 4. Припарковался нормально, то есть, в принципе, при огромном желании можно найти место без каких-либо проблем. Друзья, магазин «Дары моря», который тут у нас находится, я, честно говоря, вот сколько себя помню, столько он тут находится. Это, я не знаю, это 10 лет, может быть, 15 лет. Была в нем небольшая реконструкция, то есть визуально фасад изменили, то есть сделали из него более такой, знаете, супермаркет, который выглядит, ну, все-таки покраше. То есть на сегодняшний день там не только рыба мы с вами увидим, там есть и колбасы, там есть и йогурты. Я по своей, видимо, неосведомленности, я почему-то думал, что тут был магазин «Океан», и потом он превратился в «Дары моря». Очень давно я тут не был, ну, может быть, год, 2, может быть, 2,5. Ну, потому что сейчас, как-то, знаете, ты не едешь в какую-то локацию целенаправленно. Конечно, люди, которые живут тут рядом, это для них просто кладезь. Но чаще всего ты заходишь куда-то в Новус, ты заходишь куда-то в Ашан и покупаешь рыбку, покупаешь то, что тебе по душе. Посмотрите, какие размахи. Посмотрите на этот магазин. Сколько тут этажей, я даже боюсь себе представить. Но верхние этажи, я так предполагаю, что это офисы, а первые 2, то есть первый есть этаж и второй есть этаж, как мне рассказали, это вот именно продукция рыбная. Друзья, напишите, пока мы с вами идем в этот магазинчик, вы любите рыбу? Или даже, может быть, если вы любите рыбное, то что конкретно вы любите, да? Может быть, это какие-то особенные креветки, может быть, это кальмары, осьминоги, может быть, это какая-то определенная рыба. Буду рад это от вас услышать. Ветчина, но работает он у нас, видите, «Дары моря». Кожен день с 8 до 10 часов вечера. Так, друзья, значит, заходим в магазин. У нас есть 2 этажа. Если даже вдруг, видите, вы не в каждом магазине такое увидите, если вдруг у вас есть что-то тяжеленькое, да, какой-то рюкзачок, вы не хотите его таскать на себе, все без проблем, оставили, закрыли и пошли, как в цивилизованных странах, городах и населенных пунктах. Восстановил в памяти, друзья, этому магазину 18 лет.
этому магазину 18 лет. Реконструкция произошла около 5 лет назад. Фасад изменили, то есть и на сегодняшний день, конечно же, светлый, просторный, большие проходы для людей, которые на визочках, актуально на 24-й день, для людей, которые с колясками, то есть все по красоте. Нету какого-то, знаете, как на рынках, какого-то освещения тусклого или подкрашенного красным цветом, чтобы люди путали эту рыбу или мясо. Все по красоте, и, друзья, именно поэтому мы сегодня с вами тут. От обилия рыбы, вот на секундочку я просто остановлюсь, просто даже оцените объем и прилавки, которые заполнены рыбой. Вот смотрите, начиная с правой стороны и вот заканчивая слева, это только одна часть вот этого вот нижнего этажа. Прямо у нас рыбка живая. Ну, давайте пройдемся по ценникам. По ценникам буду вам озвучивать, потому что, может быть, не успеваете за моим ходом мыслей. Дары моря. На каждом, видите, на каждой упаковочке у нас есть ценник за кило, у нас есть дата пакування Гренландія. Рибки з Гренландії 285 гривень, 610 грам. Пів кіло 285 гривень. Якщо казати, бачите, по цінам, то у нас креветки є 400, навіть не так. Навіть ми подивимось сюди, вліво. Є креветки від 290 і пішло 394, 373, 400, 432, 444, найбільше 467. Це, мабуть, оця от креветка. Трохи, може, вам буде відсвічувати, але я буду вас туди занурювати, друзі. О боже, посмотрите, количество креветок. Вот давайте просто посчитаем. Вот, чтобы мы со старта, друзья, понимали наши объемы. Смотрите, считаем. Раз креветки, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25. Это гребенцы. 25 видов креветок. А ну-ка назовите, друзья, мне магазин, рынок, неважно что, стихийный, не стихийный, в Киеве, не в Киеве, где вы найдете 25 видов креветок. Так, осьминог 945, есть осьминог 1000, есть 2700. Это я даже боюсь посмотреть, что это. Это лобстер. Лобстер у нас стоит 1620 гривен, 722 гривны за почти полкило. Посмотрите, какая красота. Мороженое на палочке, кальмар на шпажце. Кальмар на шпажце 62 гривны. По красоте 392 гривны. Совсем круто. Мне нравится. Икра форели 613 гривен за штуку. А в штуке у нас 180 гривен. Икра горбуши 180 грамм. 613 гривен. А эта икра форели тоже 613 гривен, тоже 180 грамм, но она, видимо, где-то в той ячейке. Так, это нас, друзья, не интересует. Яйца. Смотрим яйца. Раз мы сюда уже забежали, то нужно же и посмотреть, почем на сегодняшний день в Киеве яйца. Яйца Дары моря. Значит, 7 гривен за штуку. То есть у нас 10 штук будет 70 гривен. Это те, которые поштучно. Если у нас яйца запакованы уже, то на сегодняшний день в Киеве, это не только в этом магазине, это в любом магазине, в любом маркете, они уже стоят у нас от 60, 65, 68. То есть были те времена, когда они стоили 30. Не знаю, с чем это связано. Кто-то говорит о том, что холодно и кури почали погано нестися. Кто-то говорит, ну, короче, я не знаю, напишите, если вы знаете, если вы знакомы с куриными такими изысками в виде яиц, напишите, с чем это связано. Так, масло. Масло. Ну, там бабушка, посмотрим мы. И пока бабушка смотрит, посмотрим еще этот прилавочек, что у нас тут из замороженной рыбки. Повторюсь, что это у нас только первый этаж. Посмотрим по рыбке. Друзья, скумбрия. Скумбрия свежемороженая 165 гривен за килограмм. Филье хека 189
гривен. Вы, если что, ставьте на паузу, чтобы вам было виднее, потому что тут такое количество, и просто физически у меня язык не будет успевать это озвучивать. Белый амур, тушка 210, рыба-заяц 172, судак, тушка 334, ставрида 156, путасу 83 за килограмм, сом 285, филе сома кларієвого 403, масляна тушка 202 на Татене. О, видите, на Татене 194 гривны. И не нужно искать по всему Киеву на Татению. Кстати, недавно купил, недавно сделал. Вспомнил былые времена трехгодичной давности, когда ее было просто в огромнейшем количестве. Камбала американская 145, филе коропа 299, сайда 102, Аргентина 118. Друзья, я даже не знаю, что мне делать. Посмотрите объемы, посмотрите. Я еще даже не прошел 10 метров, а мне уже хочется прикупить всю эту рыбу. Окей, не всю. Ту, которую я даже не слышал, но хочу что-то приготовить. Так, сом 210, минек, даже тоже не слышал такую рыбку, минек 148, окунь морской патроны 500-700 грамм, 249 за килограмм, сайда 136. Так, братола, тушка 169. Вот, кстати, братола это как альтернатива на Татении. Можно по мясу очень напоминает, если на Татении нету. Камбала белобрюха 241, мерланг 297, кижуч 403, филе палтуса 811. Так, посмотрите объемы. Масляна. Филе масляное 509 гривен. Смотрите объем, размер. Еле-еле поместилось поперек в прилавок. Стерлядь 337. Лаврак 313, осетр 386. О, дорадо нашел, видишь, 306 гривен. Так, тут у нас тунец. Все, что по красоте лежит, красненькое. Тунец стейк 470. Тунец медальон 390. Вот тут вот палец, если вы видите. Тунец кубики 712. Шматок тунца справа сверху 533. Мерлин 526 шматочек. Так, дальше. Лосось. Лосось у нас 598. Семга, лосось 785. В чем разница? Там 7,8, тут 4,5. Нельма 448. Голец 911. Тут лосось еще 349. Одного лосося посмотрите сколько. Форель райдужна 269. Форель тушка 723. Форель райдужна 414. Кижуч 396. Кошмар. Я, честно говоря, уже даже я в шоке от количества. Мне, знаете, казалось, что тут этой рыбы будет меньше. А у нас еще, друзья, второй этаж. Индычья гомилка 112, хвист индычий 602. Ой, 602, говорю, 62. Стегно индычье 217. Грудинка индычья 262. Плечова частина 96. Шиї курячі охолоджені 42. Курка по-домашньому 137. Курчата. А це маленькі, да? Теж курчата, але маленькі. 200 гривень. Угу. Гомілка куряча 79. Крило. Плечова частина 96. Так, плечова частина запомнил. В голове запомнил. Стегно 141. По-домашньому, це у нас домашній кусочок, да, стегно по-домашньому 137, ніжка 138 і гомілка, курка по-домашнему 90. Так, смотрите, какая маленькая, похожа на, вон там, похожа на перепелов. Маленькая курка. Так, мясо.
Друзья, мясо. Посмотрите, я в шоке. Я там прошел рыбу свежемороженую, значит, я перешел в свежее мясо сразу. Видите, свежее мясо и даже мясо, там у нас сало дальше. Смотрите, сейчас мы до сала еще дойдем. По мясу, друзья, по мясу 375 это яловичий быток. Ребро свиное 178. Кстати, недорогое. Я, помнится, на рынке был, на одном из последних рынков, там оно стоило 190, кажется, ребро свиное охолодженное. Яловичина лопатка 296. Корейка свина 227, лопатка свина 177. Вон там вот. Ошеек 268, ребро свине 169. Пахвина домашняя свина. Я даже такого не слышал названия. Знаешь, обычно приходишь в магазин или на рынок, лопатка, ошеек, задняя часть. А что такое пахвина? Пахвина. А ну скажите. Котлетное мясо 150. Так, ну и, друзья, наша любимая рубрика «А что по салу?», да? А по салу у нас, друзья, подчеревина домашняя 249. Я вам скажу, что, вспоминая даже Дарницкий рынок, на котором мы с вами недавно были, там ценник, ну, если не выше, ну, точно не ниже. И 250, и 200, и 300 был. Сало домашнее, охолодженное, обрезное. Если вам смазывать сковородку для блинов, если вам шкварки какие-то для картошечки, 69 гривен кило взяли и погнали. Сало домашнее с проростью охолоджено-вагове 379. Сало домашнє охолоджено-вагове, вон там вот под стенкой 154, ну округлим 155 для тієї аудиторії, котра каже: Паша, вас дивиться дітки зі шкіл, воно округляє в більшу сторону, якщо у нас 154,95, це буде 155. Так, сало домашнє охолоджене вагове 154,95, теж 155 гривен. Но, друзья, я удивлен, потому что, знаете, вот обычно в магазине, взять любой магазин, супермаркет, там сало, ну, вот такого формата, вот такого вот красивого, да, размерчика, да, то, которое выглядит покрасивше, оно не будет стоить 150 гривен, оно будет стоить и 200, 250 и выше. Щековина 129. Для любителей своих домашних животных 0,45 за 45 копеек за килограммчик. Да, ваши собачки просто будут вас ждать с распростертыми объятиями каждый вечер, если вы по 45 копеек будете тут закупаться и приносить им вот эти вот кости. Нирки 54 кіло, язик охолоджений ваговий свини 183, яловичий 370. Кто-то меня спрашивал про язык. Яловичий язык 370, сердце яловичи 124. Так, масло. Почем у нас тут масло? По-разному. Да, уже да, 100 и не подходи. Я обычно, знаете, вот это покупаю, белоцеркивское. Да? Мне нравится. Оно... Я обычно покупаю яготинские. А, ну да, тоже. Нравится, да, 82. Так, а ну давайте вот сравним. Яготинский у нас 105, вот да? 105. О, видите? Господи, было 94. Не по дням, а по часам. Так, а Білоцерківське я не бачу. Где оно у нас, Білоцерківське? Глаза разбегаются от количества. Так, что-то я не вижу Білоцерківське. Яготинский уже 105. Да, я же говорю, не по дням, а по часам растет. Да. Растет не по дням, а по часам. 10 гривен уже. Значит, 116 молокия, селянский 72%, 84, есть 84 шоколадное, 100 лет не ел шоколадное масло, вот это, наверное, шоколадное. Рошен, ферма, Білоцерківське, топленое масло есть яготинське, солодковершкове екстра, радимо. Ну, короче, если казати про найдорожче, я бачу, найдорожче 200 грам, котра 200 грам, це у нас 128 гривень. Ось, навіть є органічне якесь 136, ну 128, це у нас півкіло. А найдешевше 70 гривень, це українські корівки, масло українські корівки, навіть от є, українські корівки 61 гривня. От, кстати, шоколадное масло нашел, вот оно шоколадное, видите, шоколадное маслице. Отделы у нас стандартные, то есть когда вы готовите рыбку, понятное дело, друзья, что вам нужны какие-то специи и травы.
десяточку взяли, организовали, посыпали и погнали. Сахар, цукор. Цукор ваговий 32 гривні. Нещодавно був чи у Новусі, чи ще десь. Цукор був теж десь 32 гривні. Хтось мені казав, що в АТБ по акції там 29 гривень. Прийшов я, друзі, в АТБ, ніякої акції, розвернувся і пішов у зворотньому шляху. 32,80. Тобто, що я вам хочу сказати стосовно цього магазину, стосовно того, що я тут бачу. Я не бачу якихось заоблачних цін по типу, знаєте, якщо магазин якийсь не мережевий, то повинна бути велика ціна, велика вартість. Ні. Дивіться, 32 гривні цукор, то нормально є вартість. Так, а меня интересует, знаете, что еще? Лазанья. Сколько стоит лазанья? Листы лазаньи стоят 116 гривен. Есть 140, 110. 100 лет не делал лазанью, надо сделать. Очень легко делается. Если хотите видео с того, как я делаю лазанью, обязательно напишите об этом в комментариях. Так, друзья, я не буду останавливаться на макаронах, потому что цель нашего сегодняшнего визита – это рыба, это много рыбы. Это рыба во всех ее проявлениях. Так, устрицы, смотрите, какая красота. Если вот так вот закрыть прямо сейчас глаза, ой боже, я вот так оперся и чувствую, что-то у меня мокреет палец. Смотрите, оп, я думал, тут стекло. Настолько прозрачная вода, что я думал, что тут стекло. Хорошо, что я не вот так вот уперся. Или не вот так вот оперся, был бы я уже... Паша нырнул бы за устрицами. Так, устрицы у нас 61 гривна штука, 73. Есть устрица 36,90. Есть устрица 48. Короче, от с 36 до 115, самая дорогая 115. Відкриваємо устриці за вашим бажанням. То есть можете даже не напрягаться, за вас все сделают в магазине. Так, друзья, голодь живые. Если вы это видите, то тут у нас просто шик, блеск и красота. Стейк форели 623. Вот это вот мне интересно. Стейк форели 623. Если мне не изменяет память, в Ашане аналогичный стейк стоит где-то 650. Что-то, ну, в этом же пределе. То есть плюс-минус где-то в этом же размере. 623. Стейк семги 614. Лосось 460. Креветка 634. Или 539. Так, а я уже, знаете, друзья, я уже заблудился, потому что я смотрел на аналогичную рыбу вот там где-то, вот там. Потом мы перешли к мясу, а сейчас я перешел в этот отдел, в эту половинку. И давайте тут посмотрим, что у нас по дорадо. Дорадо 395, сибас 457. Вот там вот на вас сом смотрит за 200 гривен за килограмм. Сом кларієвий, вугревидний, не розібраний. Сом охолодженный 270, лаврак 312, дорадо поменьше, то побольше, это поменьше, 391, на 4 гривны дешевле. Голодь патроны 299, судак тушка 388, тушка товстолоба охолоджена 138, судак 268, суповый набор 86, стейк белого амура 258, филе 264, филе щуки 537, товстолоб 164, стейки сома 475 и товстолоб 173. Так, а тут, видимо, видите, сразу, я даже не знаю, это лестница, да, то есть мы поднимаемся, если мы хотим вот эту рыбку, к примеру, да, мы поднимаемся, говорим, хочу стерлядь за 312 гривен килограмм. Вот такой вот длиннющий помост сразу вам вылавливают с очком, вон там сверху, видите, сачок лежит, вон там вот сачочек лежит, сразу вам вылавливают, и все, и вы радостный, что у вас на ужин будет осетр, стерлядь или форель за 275, 312 или 612 гривен, идете домой с уловом.
лайфхак для рыбаков, да. Поехал на рыбалку, забыл удочку, зашел в магазин Дары моря, купил карася за 94 и вернулся с рыбалки, порадовал девушку, супругу, жену или родителей. Белый амур 149 живой, короб 143. Ну, вам, друзья, отсвечивает. Я не знаю, я вот так вот могу вам показать, но вы видите ничего, кроме меня, да. Так, окей. По маслу, ну давайте для интереса, масло у нас соняшниковая олия 72, это Олейна, стажар 69, рафиновано 67, консервные рыбные консервы. Кстати, да, я совсем забыл, что у нас первый этаж, он как раз по консервам тоже. Ну, давайте рандомно возьмем. Печінка трески 182 гривны за 230 грамм, флагман. Далее у нас мясо крыля. Что такое крыль? Крыль. Мясо крыля. Натуральная креветка антарктична. Первый раз слышу. Мясо крыля у нас 125 за 185 грамм. Если у нас 100 грамм, то 84. А такая, смотрите, какая красота. Анчоус в оливковой олии 285 гривен. Мидии 101, чилийский моллюск 177, мидии в маринаде 133. Есть шпроты, друзья. Как у нас насчет дегустации? Кто там будет писать, не будет писать, нужно шпроты, не нужно шпроты? Или какую-то другую мы будем пробовать в следующий раз. Напомню, что у нас была дегустация уже тушенки, и у нас была дегустация сардин. Посмотрите, ссылочка под видео, а также во всплывающей подсказочке будет. Тунця, мясо тунця в олии 58 гривен, это у нас 160 грамм, вот такая красота, 58 гривен, 160 грамм. Есть тунец салатный за 55 гривен, такая красота, Альба. Аквамарин 66, тунец в олии 70, 160 грамм. Кошмар. Я считал креветку, мы насчитали 25 разновидностей. А теперь давайте посчитаем тунец. Сколько банок тунца можно выбрать? Значит, раз тунец, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, извините, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 банок тунца. Флагман, лосось, 100 гривен за 230 грамм. Сколько мы, друзья, еще не пробовали. Вот я сейчас смотрю, просто глаза разбегаются от количества, потому что, ну, самое привычное, знаете, что вы покупаете? Что вы покупали? Ну, скумбрию, да, купили скумбрию, там, я не знаю, сардины, купили сардины и все. А посмотрите, тут количество просто. Лосось 64 гривны, скумбрия 48 гривен. Вот такая вот у нас скумбрия 230 грамм, 48 гривен. Так, я уже заждался, чтобы подняться на второй этаж. Потому что на втором этаже нас ждет, ничего себе, первый раз в жизни вижу, соус гориховый. 782 гривны. Смотрите, я думал, там какой-то... Смотрите, какая... Это, знаете, как кинетический песок для детей вот покупают. Он переливается с одного места в другой. Соевый соус разобран 57 гривен. Кто любит азиатские. Гориховый соус 159. Для пиццы соус, кисло-солодкий соус, какой только не хотите, 141. Кстати, очень-очень-очень соусов тут большое, огромнейшее количество. И я смотрю, знаете, вот недорогих. Потому что я обычно, когда делаю, да, какие-то азиатские блюда, то у меня соусов, ну, штуки 4, наверное. То есть, кроме соуса соевого, у меня дома еще есть разного вида сладкие, подслащенные соусы. Тут, конечно, сюда меня запускать нельзя, потому что соусы просто будут разобраны направо и налево. Так, ну что, мы поднимаемся, друзья, на второй этаж, да? На второй этаж, и на втором этаже у нас будет нечто
новое из того, что мы еще не видели. На втором этаже у нас... Добрый день. На втором этаже у нас, посмотрите, уже побольше народу. Тоже есть кассы, и тоже это все дело выглядит уже больше как магазин какой-то, да, типа Новуса. Посмотрим, кто у нас производитель. Добрий день, а підкажіть, а це тортики, це виготовляєте ви чи? Це все привозне. Ну, а це якийсь бренд один готує, чи ну щось? Прависта це Діана. Ну, наприклад, сметанник оце. Фаби. Це все йде Діана один завод, а Кравест іде другий. А, як називається? Діана, да? Діана і Кравест, да, різні виробники. Ага, все, дякую, зрозумів. Понятно, да? Диана и Кравец, да? Любители сладкого, конечно, тут тоже будут в растерянности, потому что Прага за 233 гривны, Сникерс за 226, Наполеончик, Кравест, вот название, а то я неправильно вымовив, Кравест. Я вставлю вам сносочку, где этот завод находится, откуда его вестимо везут. И Диану, и Кравест, потому что я такого еще не слышал. Так, овощи и фрукты. Что у нас по овощам и по фруктам? Памела 169 гривен 50 копеечек. Раз. Груша у нас 120, 78. Мандарин 86 уже, если вы хотите ощутить новогоднее настроение. Кишмиш. Это ж кишмиш, да? Да, кишмиш. Друзья, кишмиш 207 гривен. 207. Ну, кишмиш, да, вот, кишмиш 207. Кишмиш, конечно, чуть-чуть дороже, чем на рынках. Ну, знаете, сравнивать магазин в центре Киева, по сути, с рынком Лесная, где кишмиш стоит, там я последний раз покупал 160, кажется, но это не совсем, как бы, логично. Апельсин Испания 94, мандаринчик у нас 119, киви 113. А вот киви, кстати, в любом магазине, куда бы вы не зашли, мы с вами в Варус заходили, да, там велике кишеня, 200 гривен. Киви 200 гривен, причем дубовые. А тут киви, ну, не дубовые, ну, так, скажем так, отлеживать их не нужно. Яблочки по 35 у нас есть, 35. 35. Яблоки дешевле, чем даже на рынке. На рынке я покупал вот позавчера яблоки, как это называется, марка Г, на Г. Не Golden, а какая-то еще одна. Я покупал за 45 гривен. Да, 45 гривен я покупал яблочки. 2 кило я купил на рынке. Тут, видите, 36, 35, 35, 37, 35. Все по 35. Все по 35. Так, и, конечно же, нас постоянный гость нашего включения – это огірки. Огірки в дарах моря у нас 153 гривны. Средний ценник на сегодняшний день, на середину ноября по Киеву. Есть и 200, есть и 140. Если по каким-то акциям, да, там, возможно, не совсем идеальные, там можно купить и за 89, но средний ценник где-то вот он 130, 140, 150 гривен плюс-минус. Посмотрите, недавно мы были с вами на рынке на Троещине, там огірки были 150 гривен, и не подходи. 150 и не подходи. Картопля 39, морква 39, буряк 23. Помидорки 165, помидорки коктейльные 207. Друзья, я поражен на самом деле, как вы внимательно смотрите, потому что на рынке на Троещине я говорил о том, что я пришел купить помидоры. И в комментариях несколько человек написали: Паша, а где ж помидоры? Ты забыл купить помидоры. Я в шоке, как вы это все улавливаете, как вы это все помните. Да, я там не купил помидоры, потому что они там все были большие, а мне нужны были коктейльные. Сегодня у меня коктейльные уже помидорчики есть. Так, на Гилте 165, коктейльные 207. Обычные помидорки 115, черри 66 за 250 грамм, картошка Била Гранада 49. Смотрите, количество картошек раз. Количество картошек 2, рожева, 3, Била. 3 вида картошки. Иногда не на каждом рынке такое увидишь разнообразие и ассортимента.
Цибуля 24. Я стараюсь, друзья, не пропускать, потому что вы говорите, все показал, вот все показал, а морковь не показал, все показал, а цибулю не показал, все показал, а чеснок не показал. Ну, давайте и чеснок, если вам нужен, то покажем, друзья, и чеснок сейчас, если мы его с вами найдем. Авокадо от 17 гривен за 100 грамм, 64 за килограмм и 107, вот побольше, который вот такой вот авокадик у нас тоже за штуку. А, нет, это не за килограмм, извиняюсь. Тут за 100 грамм, тут за штуку и тут за штуку. 107 за штуку. Айсберг 174. А чесник, ось чесник, я знайшов чесник. Чесник 200 гривень за кило. Вот такой вот чесночок. Все, видите, разобрали. Осталось 1, 2, 3, 4, 5 штучек. 5 штучек чесночка. Возвернулся я на запах ватрушек, на запах круассаны. Посмотрите, здоровый. Смотрите, вот сравните мой кулак с круассаном. Смотрите, как в лучших домах Лондона и Парижа. Круассан 15 гривен за 100 грамм, то есть, ну, выйдет, может быть, где-то на, учитывая, что там сгущенка, выйдет гривен на 30-40, может быть, то есть вполне подъемно. 16 слойка, 11 равлик, равлик шоколадный 70 грамм, 17 гривен. Так, мне срочно отсюда нужно десантироваться, потому что я сейчас вот корзиночку просто возьму и оформлю. Пирожки с мясом, очень удобные, маленькие, смотрите, 28 за 100 грамм. С петрушками 19 за 100 грамм, 190 за килограмм, с горохом 12, с картоплей 18. Пирожки с вишнями 27, с повидлом 14. Я на самом деле, вот сейчас смотрю, вот с капустой еще 18, из всех пирожков мне нравится, честно говоря, с капустой больше всего. И я поражен, знаете чем? Что в этом магазине вот удачно как-то соединили воедино несколько разновидностей, то есть это рыбный раз, это какой-то фастфуд, ну, формата вот пирожки. То есть я нередко, да, там иду где-то по улице и покупаю пирожки, тоже маленькие, удобные, 2. Тут же у нас есть деликатесы, которые люди, ну, зачастую очень часто покупают, идя, допустим, с работы. Ну, посмотрим цены, насколько они по сравнению с той же пузатой хатой дороже или дешевле. 7 гречка, яйце курячее вареное 12 гривен. То есть сварить яйцо у нас стоит на сегодняшний день 5 гривен примерно. То есть если мы берем самое дешевое яйцо поштучно за 7, вареное у нас стоит 12. Так, по котлеткам рыбные, ну логично, да, если у нас рыбный магазин, то и котлетки должны быть тоже рыбные. 45 за 100 грамм. Котлета по-киевски 46 за 100 грамм. Котлета вон там вдалеке филе індички 41. Куряча домашня вагова 32, домашні із свинини 40. Філе з птиці 45, з яловичини 32. Бітки з печенки 23, жульен 48. Ну, раз мы тут уже оказались, ну давайте по картопляникам пройдемся. Картопляники от 19 гривен, вон там вдалеке с капустой, ниже идут с мясом 27, ниже идут деруны смаженные 22. Кальмары, опять же, как же магазин Дары моря и без кальмаров, 68. Филе мерлузы 46, капуста цветная смажена 29, товстолоб 27, для тех людей, которые, ну, совсем, наверное, да, не дружат с плитой, 27,50. Филе мерлузы 59, пангасиус 38. И вдалеке мойва загорает под софитами 22,70. Вот такие вот цены, да, друзья, у нас на рыбную готовую продукцию. По салатикам, ну, по салатикам просто глянем. Под шубой, вибачте, под шубой 19, оливье 21. Ну и пусть, допустим, еще у нас будет какой-то винегрет. Винегрет у нас 15,80. 15,80 винегретик. О, кстати, сейчас куплю вот этот салат. Куплю салат, потому что
покупаю обычно просто обычную квашеную капусту, а недавно попробовал именно салат. Ну вот даже вот тот вот салат с квашеной капустой. Там где и морковка, и лучок. Вы что, так понравилось? Вареники с вишнями 17 за 100 грамм. Вареники с картошкой 12,70. Вареники с капустой 13,65. Вареники с потрохами 12,50. Вот я не помню, на рынке на Виноградаре мы были, я помню, там были похожие вареники. Я, правда, не помню, какая там была цена, и дороже это или дешевле. Так, млынцы, посмотрите, оцените взглядом, друзья. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 41 с грибами, с маком 16, с яблоком 17. Млынцы с мясом 27, с сыром 23. Обычные 19,25. Опять же, если на носу Масленица, пришли в дары моря, затоварились и ушли. Фу, я уже устал ходить, а посмотрите, прилавки не заканчиваются. Вот, еще одна 100-метровка. 100-метровка, которая даже просто, посмотрите, властное виробництво. Я не знаю, как сюда можно не зайти, если вы живете где-то поблизости. Ну вот честно, если бы возле моего дома был такой магазин или в пешей доступности, я бы отсюда, наверное, не вылазил. 2 этажа, казалось бы, всего лишь 2 этажа, но зато все по красоте. Так, красная икра у нас, друзья. Красная икра. Спецпосол, икра лосось, 275 грамм, 1000 гривен. Была 1191. Слева у нас икра лосось 1180, тоже за 275 грамм. Спецпосол 392 гривны за 100 грамм. 336 за 80 грамм. Икра лососева Шаланда 527. Лососева Норвегия, Норвен 607. Тихоокеанська 100 грамм, зерниста 279. И икра лососева Даль морепродукт 336 гривен. Там сбоку у нас стоят. Ну, короче, на любой кошелек, как говорится, икра. Вот еще и продолжение. Икра кетты 660, икра лосось горбуша 660, икра лосось шаланда 1574. Черная. Вот, друзья, посмотрите, сколько стоит на сегодняшний день черная икра и где ее можно купить. Потому что некоторые рынки, доставая из-под закромов, из-под прилавка, не факт, что эту черную икру действительно не готовят в подвалах. Тут у нас черная икра. Ну, я думаю, если такая цена, то это реально настоящая. 7540 гривен. Икра черная, зернистая, белуги. Вот там. Справа 1040 гривен. Икра черная, зернистая, стерляди. Это баночка 50 грамм. Еще раз, это цена за 50 грамм. Слева черная 7500, справа зернистая, черная, белуги, стерляди. Слева белуги, справа стерляди. 7500, 1040. Снизу икра черно-зерниста, осетр 3,252. 100 грамм, там 50, тут 100 грамм. Икра черная, зернистая, стерляди 100 грамм, 2000 гривен. Икра лосось зернистая 644, но это уже не черная, да, или черная? Не написано. Икра лосось зернистая, 100 грамм, флагман 494 грамма. И красная икра, если на развес вы хотите, да, не в баночках, то welcome, власне виробництво, икра лосось кета 4800 за килограмм, горбуша 4900 за килограмм, мойва 459, мне, кстати, мойва нравится, треска 426, минтай 731 и треска 465. Так, двигаемся влево, двигаемся к готовой продукции. То есть это, видите, уже мы перешли на второй этаж, и тут у нас не свежак, а то, что можно прямо сейчас купить и прямо сейчас съесть. Ну, имею в виду, придя там домой или на работу. 481 гарячого копчення,
Там у нас вдалеке лосось хребти 202, черевця лосося 362, скумбрия горячего копчення 336 или 307. Ну, я, кстати, мне нравится холодного больше скумбрия. Горячего как-то что-то у меня не зашло. Вот я один раз покупал, все-таки я остановил свой выбор на скумбрии холодного копчения. Окунь 437 за килограммчик горячего и 501. Видимо, разные бренди. Да? Бриз і Golden Fish. Власне виробництво ікра мойви 268, лосось 398, там вдалеке снова мойва у нас 351. Тут мідії в солодкому соусі, мідії в соусі унагі, бачите, 325, ось. Мідії в гірчичному соусі, мідії по-тихоокеанськи 315, мідії по-мексиканськи, власне, виробництво 315, вугор 1269 смажений в соусі унагі, оце от. Тут у нас коктейль морський маринований зі спеціями 599 і креветки варені, чищені 779. Так, тут смотрите размеры, просто посмотрите размеры. Я огорчен. Я очень огорчен тем, что возле меня такого магазина нету. Посмотрите. Мне, чтобы найти хотя бы даже, вот сколько мы с вами прошли, вот давайте откинем, друзья, сколько мы с вами прошли, даже на втором этаже, на первом этаже, и просто даже вот взять вот отсюда, к примеру, да, вот до конца этого прилавка. Мне, чтобы найти такое количество рыбы где-то возле меня, в Новусах, в Ашанах, я не знаю, что мне нужно сделать. Наверное, иметь палочку какую-то Гарри Поттера волшебную. Оселедец 134. Есть у нас дунайский оселедец, да, кто у нас был в Вилково, кто живет в Вилково, кто живет рядом с Вилково, дунайский оселедец 319. 178 без головы. И власне виробництво лист. Что такое лист? Лист 254. Так, кілька 110. Здравствуйте. Килька балтийская 117. Вашего посола там какая получится? Скумбрия последняя осталась 205. Дунайка. Власне виробництво салака. Глаза разбегаются, не успеваешь смотреть. Скумбрия. Одной скумбрии тут штук 10. 201. Скумбрія 199. 205. Оце, мабуть, найкраще, бо все розібрали. 205 гривень. Так. Скумбрія спецпосол 201. Холодного. О, мы дошли, друзья, до холодного копчения. Скумбрия. Холодного копчения 266. 262. Скумбрия холодного копчения 326. Давайте снова просто посчитаем, сколько у нас скумбрий холодного копчения. Просто холодного. Раз, два, 326. 3 фактор. Скумбрия холодного копчения 4. Fish Good 5, скумбрия Бриз Ти 6, скумбрия холодного гарпун 7, скумбрия гарпун 8 видов скумбрий. 8 видов только просто холодного. Салака 156 і салака 226. Добрий день, а підкажіть, я чув, типу, четверг якийсь рибний, це коли знижки якісь бувають, чи це завоз? Це в четвер привозять гарпун і фішбук. А, два бренда, ага. І то в четвер, в п'ятницю, типу, найсвіжіше? Golden Fish. Кожен виробник має свій день. Як сьогодні, наприклад, у нас поставки шельф, Дон Фактор і Бріз. Це вони по цих днях. Я читав, що у вас пишуть, типу, що великі черги якісь. Дивлюсь, тут взагалі нема людей, підходять, не хочу. Це на вихідних, мабуть, так? Є час пік. А, після 6-ї то буде. В обідню перерву, вівторок зазвичай менше людей, а вже в середу, в четвер і Все, зрозумів, дякую. Так, вобла 764, а это у нас для пивка. Для пивка, для рывка. Если есть
желающие. Ставрида 700. Окунец 916. Ряпушка 932. Навага солена сушена 970. Паутинка судака 475. Камбала 297. Черевця лосося 346. Форель готовая 800, горячего копчения 875. Осетр тушка 975. Лосось шматочки 691. Так, посмотрим, что у нас еще для рывка есть. Для рывка у нас есть лящ вяленый 393. Кришталева рыбка с паприкой соломка 908. Это снизу кальмар соломка 921. Ну, он легкий, друзья. Вы цену на самом деле не обращайте внимания так глобально, потому что вот такая горсть кальмара, к примеру, она будет весить там, ну не знаю, там 50 грамм, да, там 70 грамм, 80 грамм. То есть это не будет, да, каких-то там 500 гривен. Это будет меньше. Это ж не тяжелый, он высушенный, поэтому тут пугаться не надо. Фу, я устал все изучать и смотреть. Ну, давайте добьем мы с вами еще. Посмотрите, у нас, значит, еще мясной. Там у нас за углом сыр. Мы с вами сейчас посмотрим. И посмотрим, что у нас в молочке. Вот там вот у нас молочная продукция. Еще глянем, что у нас там. Так, по сосискам. Ну, я не знаю, не сильно так разбираюсь. Но, честно, если бы вот прямо сейчас я хотел купить сосиски какие-то из тех, которые покрасившие, цена, качество, я бы купил или Алан, вот эти вот 252 гривны, Алан. Часто слышу, что именно Алан, они, ну, как бы качественные. Вот есть Алан, Укрпромпостач, вот есть Алан 303 гривны на красном ценнике. То есть я бы купил что-то вот из этого, или 303, или 252 гривны. Если дитячие, ну, дитячие вот 240, welcome, это за килограмм. Сосиски дитячие 240 гривен. Стартует от 170, ну, по сути, от 100, даже вон, 131 гривна за килограмм. Сардельки с молоком ятрань, 131 гривна. И ни в чем себе не отказывайте. Так, ковбаска, кров'янка. Ну, кров'янку я, чесно говоря, вижу только на ринку. От я не знаю, з чим це пов'язано, але в магазинах кров'янки або її дуже швидко розкуповують, або просто її не буває. Укрпромпостач 130 гривень за кіло кров'янки, або кров'янка 162 гривні. Це я не бачу, що там написано. Лікарська у нас 351 або 287, або є 467, теж Алан. Є Алан, ну Алан, бачите, трохи подорожче. Є 351, є 467, там, мабуть, зі знижкою була 406 гривень. Зельц 225, зельц домашний. Ковбаский гриль прямо сюда залетаете перед праздниками, перед дачей, или если у вас загородный дом, покупаете за килограммчик 351 гривна ковбаский гриль и погнали все это дело жарить. У меня шок, тихий шок, мой шок в шоке, потому что такого количества колбас даже не всегда в супермаркетах, гипермаркетах увидишь. Ковбаска карпатська 370, на дровах ятрань 188. Это у нас что? На нас смотрит буженина. Буженина 703, грудинка 431, рулька, смотрите, рулька, уже готовая рулька алановская. Рулька 386, Алан особлива за кіло, 386 гривень. Шийка закопчена 727, балик Глобінський 388, шпик в чорному перці 530 гривень. Грудинка 316, я бачу, да, навіть ось, якщо казати, да, грудинка 316, 366, 366 гривень. Так, мы дошли, друзья, до молочки. По молочке сыркова масса, ваниль 108, родзинки 115, курага 125. Звичайний сир, просто звичайний сир 121 гривня за кілограм.
Якщо казати про брикет, да, він там важить десь 200 грам і коштує десь скільки, 35 гривень. Тобто виходить навіть брикетами дорожче, це буде 150, 160, 170 гривень. Тут 120 гривень за 18% сыр. Сыр кисломолочный 5, 168. И, кстати, интересно, разные бренды, да, наверное, производители тут 5%. Обычно, чем больше процент, тем дороже. А тут, видите, наоборот, тут 18, он стоит 121, а 168 5%. Так, по сырам. По сырам козі. Меня вот всегда интересует козі молодий. А підкажіть, а козі молодий, типу, такого є щось у вас? А, ось бачу. Ага. Гауда 851 і шеврет 838. Ага, дякую, зрозумів. Так, далі у нас є сир голландський або сметанковий. Гармонія смаку 251. Навіть є безлактозний, так, тут у нас стекло є? Є. Безлактозний король сирів Пирятин 489. Ну, оцените просто вот взглядом, да, диапазон цен. Тут у нас 427 клуб сырів бренд, тут у нас 457, 251, если на пиццу нормально зайдет, сметанковый 251, Херсон 253, украинский 251, Е369. Мне нравится сыр вот такого плана с дырками, с большими. Чем больше дырок, тем он больше мне будет нравиться. Вот такого плана 479 нормально можно брать. Рамзес, Польша, даже польский сыр 423. Ну вот размерчик, видите, да? Размерчик нормальный. Так, і у нас далі звичайно молочка. Подивимось, навіть просто зараз порівняємо сир. Там у нас був сир 121 гривна. Да? Тут у нас сир білоцерківський 5%, да, 48 гривень. Вес 180 грамм. Ну, давайте, окей, округлим, 200 грамм. То есть килограмм вот этого сыра у нас будет стоить умножить на 5. Вот эту цифру умножить на 5. 50 умножить на 5 стоит 250 гривен. Там 121 гривна на развес сыр. А вот, кстати, такой бренд я не видел никогда. Мне нравятся, знаете, те магазины, когда есть те бренды, которых нету в других супермаркетах. Вот сыр кисломолочный, украинский. Кто производитель? Давайте глянем. Це у нас Богодухівський маслозавод. Провулок Харківський, місто Богодухів, Харківська область. Підтримайте вітчизняного виробника. 33 гривні всього за 5%. І тут 200 грам. На відміну від цього білоцерківського, там 180, тут 200 грам, 33 гривні на сьогоднішній день. 5 знежирений або 9%. Харків, тримайтесь. Так, по молочку. Молоко я бачу кефір, а де ж молоко? Сметана. Сметанка 50 гривен, просто наше, просто наше. А выглядит, знаете, друзья, как простоквашино. Я даже вначале подумал, что это простоквашино. Это какой-то новый бренд или это простоквашино так изменило? И тут, смотрите, просто наше. Было простоквашино, стало просто наше. 54 гривны за молоко фермерское 2,5%. Снизу молоко в мягкой упаковочке у нас 41 волошковое поле. Тут у нас бренд Адалис, тоже интересный бренд, я не слышал ни разу. Ну, все попривыкали, знаете, одно и то же. И новым брендом очень сложно куда-то пробиться. Виробник Адалис, адреса потужностей, вулиця Захисників України, це Кам'янець-Подільський район, СМТ Нова Ушиця. От чисто навіть для того, щоб підтримати вітчизняного виробника, ну, зрозуміло, що все вітчизняний виробник, але до цього всі звикли. До там молоки, наприклад, да, всі звикли. До якоїсь, там, не знаю, казкове молоко, да, там теж всі звикли. А ось просто, щоб купити те, що не перед очима, то вже складніше. Так, тут молочко ферма 46. Кстати, молока что-то маловато. Яготинське 52. Яготинське 52 молоки, а 49.
молоке 49. Зарок, интересное такое смешное название, Зарок. Зарок у нас стоит 37 гривен. Ну, вообще по красоте. 37 гривен, 2,5%. А 3,2 стоит 39. Де у нас Зарок основан? Село Заріг, Лубенський район, Полтавська область, вулиця Миру, 24. Навіть ніколи не чув про таке ні молоко, ні сметанку. Ну, що я хочу сказати? Ну, я здивований тим, що є бренди, да, не тільки в великій кишені, котрі, бачите, скільки, раз, два, ось цей бренд, Луковиця, не чув. Ну, чув, але не дуже розповсюджений. І оцей Зарок я взагалі на сьогоднішній день ніде цей Зарок не купував, не бачив. Так, друзья, прошлись мы с вами по магазину Дары моря, тот, что на Павловской в Киеве. Честно говоря, я поражен, я удивлен. Почему? Потому что немного в Киеве тех магазинов, которые воедино в себе объединяют несколько локаций, несколько, так скажем, отделов. Да, мы не берем какие-то Ашаны, мы не берем Новусы во внимание, но мы с вами считали, да, 25 видов креветок, мы с вами посчитали скумбрий, сколько там было видов холодного копчения, штук 10. Ну, такого не всегда не увидишь даже на рынке. Что я хочу сказать по ценам? По ценам я, ну, как бы для центра Киева, ну, это по факту центр Киева, цены вполне подъемные, вполне адекватные и вполне нормальные. На овощи, на фрукты, на рыбу. Сейчас на часах около 5:30 вечера. Количество народу постепенно увеличивается, потому что когда мы зашли, тут были пустые павильоны, назовем так. Как нам сказали, каждый день недели расписан для разных брендов, привозят разные бренды. Нету такого понимания, как рыбный день, да, типа четверг, когда акции, какие-то скидки, но как бы, ну, как есть. Скажем, подводя итог, если бы возле меня этот магазин был рядом, я бы, наверное, заходил сюда, ну, если не каждый день, то через день точно. Друзья, как вам цены, как вам ассортимент, как вам рыба, как вам размеры, как вам размах, как вам рыбный магазин Дары моря в Киеве на сегодняшний день? Если вы досмотрели до этого момента, не поленитесь, не забудьте прожать вподобайку, влупить палец вверх, не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали. И, конечно же, напишите какой-то коммент. Напишите коммент, потому что я вам, друзья, скажу по секрету, ваши комменты будут читать люди, которые тут работают. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.